вами Алла. Смотрим общий расклад, что она поняла в разлуке с вами. Итак, будет два варианта. Выбирайте колоду, которая вам больше нравится, и выбирайте свой вариант. Эта колода будет первый вариант. Эта колода будет второй вариант. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте посмотрим, что же она поняла в разлуке с вами. Так, ребята, ну здесь много переосмыслений. Давайте я спрошу, а что было до того, как вы расстались? Потому что на сейчас карты показывают, что здесь прям вот какие-то кардинальные переосмысления в лучшую сторону. Так, а что было до того, как ты это поняла? Обесценивание. Обесценивание того, что вы делали для нее. Дистанция, холод, разочарование. Но все-таки основное это было обесценивание. То есть вот все то, что вы делали, все то, как вы проявлялись, как-то это все воспринималось как, ну, типа, само собой разумеющееся, что ли. Ну, а что тут такого? Вот в таком формате. Типа, ну, подумаешь. Как бы это принималось как должное. Плюс очень много карт, которые говорят про то, что было, это не ценилось, воспринималось как само собой разумеющееся, и женщина как-то относилась, ну, типа, как, знаете, у других лучше. У других, как там в пословице, трава зеленее у соседа, да? Вот что-то вот похоже на это. А сейчас, ну, сейчас очень хорошая карта. Сейчас про то, что женщина поняла, что с вами отношения были очень душевные, очень сердечные, очень, видимо, может быть, вы как-то были очень теплый, душевный, заботливый. Вот сейчас это начало все цениться. Так, а чего-то ты вдруг так все резко осознала? Значит, смотрите, расклад общий, поэтому тут есть несколько интерпретаций. Я вам их все озвучу, а вы уже будете понимать, какой вариант ваш, а какой не ваш. Значит, первое, что здесь может быть, это то, что она сравнила, как это есть у ее подруг, либо у ее каких-то родственниц, с тем, вот, что было у вас в паре. Ну, например, может быть, она поехала куда-то там со своей подругой, и подруга начала ей рассказывать о том, как у нее в отношениях с ее мужчиной. Может быть, она попала в какое-то новое сообщество. И вот то, что она слышала от других женщин, она сравнила с тем, что было в ваших отношениях, и она, мягко говоря, прозрела. То есть она поняла, что вот то, что было в ваших отношениях, ну, как бы на фоне других женщин, то у вас было все очень, на самом деле, классно. Ну, то есть это про то, что вот у нее как была возможность сравнить ваши отношения с чьими-то отношениями. И она поняла, что в ваших отношениях по сравнению с другими все было очень даже классно.
Но, видимо, раньше у нее не было возможности, либо не было желания сравнивать, как это у других. Плюс, что еще может быть? Еще может быть вариант интерпретации, что она пошла к психологу. И специалист в беседе с ней вывел ее на то, что она поняла, что то, что она себе рисовала в голове, на самом деле было много очень недооцененных моментов и очень много было самонакрутов с ее стороны. Ну, то есть, когда ты на белое говоришь черное, и когда ты, ну, как бы не ценишь то, что есть в твоей жизни, и когда тебе со стороны подсвечивают то, что ты потерял, или то, что у тебя было, то тогда ты начинаешь это ценить. У кого-то, кстати, может отыграться, что она после разрыва с вами начала ходить на свидания. И вот те мужчины, с которыми она была на свидании, вот она как сравнила ваше поведение, ваше отношение к ней с теми мужчинами, с которыми она познакомилась. Ну и как бы женщина поняла, что действительно, вот когда у тебя замыленный, как говорится, взгляд, то есть ты привыкаешь к чему-то хорошему, то ты потом начинаешь не замечать то, что у тебя есть. И только потом, когда у тебя этого уже больше нет, ты начинаешь задним числом уже это понимать. Хочешь ли ты помириться? А вот тут, смотрите, вот тут спорный вопрос. Не хочет. А почему не хочешь? А потому что она не понимает теперь, как мириться с вами. Здесь, видимо, женщина накуролесила, и теперь она не понимает, как мириться. Знаете, вот по раскладу здесь похоже вот как маленькие дети. Вот когда они что-то там начудят, да, потом они не знают, как потом родителю это объяснять, вот как потом мириться, когда ты начудил. Вот такая же картина в первом варианте. Пока нет, пока она думает, что и дальше делать. Пока она боится выходить на связь, и пока она не понимает, как себя, в принципе, вести с вами. Так что, единички, вот такой ваш вариант. Пока здесь тишина. Переосмысление, что теперь дальше делать. Кому понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, мы с вами смотрим второй вариант. Что она осознала в разлуке с вами? Ну, второй вариант совсем другой. Знаете, второй вариант здесь про то, что женщина выдохнула, когда вы расстались. Во втором варианте здесь, наверное, мужчина то ли боролся за эти отношения, то ли здесь мужчина как-то вот пытался добиться женщину, вот как-то, видимо, вот тут активно пытались проявляться, активно пытались помириться.
И такое ощущение, что когда вы наконец-то сдались, ну, то есть как вы перестали ее добиваться, вот она как выдохнула, типа, хух, наконец-то. Так, а почему так? Ты не любишь уже больше или что? Что не так? Почему ты обрадовалась этому расставанию? Женщина устала от выяснения отношений. Да, тут ощущение, что она как потеряла чувства. Ты потеряла полностью или частично? Аркан повешенный. Смотрите, ребят, расклад общий, поэтому я вас разделю на две группы. Первая группа — это будут те женщины, которые просто устали от отношений. Ну, бывает такое, в каждых отношениях бывает кризис. И иногда нужно расстаться на какое-то время для того, чтобы вот этот кризис не усугубить. Но, повторюсь, это общий расклад, поэтому это все индивидуально. Это не значит, что вам лично так нужно поступать. У кого-то отыграется, что она захотела отдохнуть от этих отношений. Ну, типа, все, мы достали друг друга. И давай какое-то время мы побудем отдельно друг от друга. А у кого-то, ребята, отыграется, что тут действительно чувства закончились. Ну вот как бы все, разлюбила я тебя. Вот нет у меня к тебе больше чувств. Здесь про то, что у многих отыграется, что женщина говорила о том, что ну все, как бы хватит, ну как бы, ну не люблю я тебя, там, не трожь меня, или там, не надо меня возвращать, вот в таком формате. Здесь, понимаете, тут надо все индивидуально смотреть, потому что у кого-то отыграется, что нужно отойти в сторону на какое-то время. Как бы действительно дать ей время поразмыслить, пожить одной без вас. А у кого-то, ребят, отыграется, что ее нужно просто оставить в покое и идти дальше своей дорогой. Как это понять? Ну, в личном раскладе это надо понимать, потому что в общем раскладе вы тут это точно не поймете, потому что общий расклад для 1000 людей. И общий расклад показывает больше как подсказки, но не конкретно вашу личную ситуацию. Поэтому здесь, во втором варианте, речь о том, что женщина у кого-то действительно устала от этих отношений, и надо дать время, чтобы она от вас, как говорится, отдохнула, соскучилась, переосмыслила ваши отношения, и вот тогда можно ее возвращать. А у кого-то здесь отыграется, что ее нужно оставить в покое, потому что здесь действительно как бы чувства остыли. У многих отыграется, что здесь придется либо обнуляться вообще полностью с нуля. Это, знаете, вот как будто вы впервые с этим человеком познакомились. Вот вам нужно полностью обнулиться. Здесь нужно полностью строить отношения по-другому. Так, как было, уже больше так не будет. Знаете, ребят, я могу вам привести пример с работой, с профессией. Вот у кого было выгорание в профессии, вы в таком примере поймете. Если когда-то в вашей жизни было выгорание в работе, в профессии,
не всегда это значит, что нужно уходить с этой профессии. Иногда это значит, что нужно взять отпуск на месяц. Или в той же профессии остаться, но просто поменять компанию. Или попроситься в другой офис, или там поменять кабинет, или попросить дополнительную там какую-то работу, чтобы было интересней, либо там, чтобы вы начали больше зарабатывать. Попросить повышения, например. Ну, то есть что-то надо поменять. А многие люди думают, что нужно менять вообще профессию, и полностью уходят из нее и ищут другую. Вот второй вариант про это. Вот у вас как выгорание в отношениях. И это не значит, что нужно расставаться. Это значит, что нужно переосмыслить ваши отношения, перезагрузиться и качественно их изменить. Поэтому, двоечки, тут у всех будет совершенно разная история. Поэтому кому необходима помощь, подсказки, кто запутался в своих отношениях и не понимает, как дальше себя вести с этой женщиной, отпускать ее или держать ее, или что с ней вообще делать, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому понравился расклад, кто себя узнал в общем раскладе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем пока!